Доброго всем времени суток. Захотелось сегодня поднять такую тему, как звучит ваша душа. Душа, именно звучание души, именно в том моменте, когда вы просматриваете этот мой расклад. Итак, я выберу два варианта, пусть это будет кристаллик аметиста, второй вариант, и арбузный турмалин будет первый вариант. Давайте посмотрим, как звучит ваша душа. Мы сразу по первому слову увидим, в позитиве вы или в негативе, в мажоре или в миноре ваша душа. Именно ваша душа, именно подсознание. Вы можете показывать свое позитивное такое расположение духа всем кому угодно, но ваша душа, она все равно тайна за 7 печатями, и она здесь должна проявиться, именно ее состояние. Смотрим, потом будем докладывать карты. Первый вариант, как звучит ваша душа в моменте, когда вы смотрите этот расклад. И второй вариант, как звучит ваша душа, звучание вашей души. Смотрим первый вариант. Отец. Что у нас с отцом? Что-то сразу пошло о родителях. Что у нас с родителями? Доложим карту. Тут какой-то алтарь. Что произошло с отцом? Какая-то еда выпала. Что произошло? Что отец? Давайте посмотрим. Вопрос-то о душе, о вашей душе. Император, отец, император. Стабильность, совершенство. Я насколько считала, что отец как доминирует в вашей семье, он как как авторитаризм в вашей семье и ваши границы. Что-то с вашими личными границами происходит. Что с ними? Новое начало. Вы собрались в какое-то новое начало. Так, а что отец? И есть выбор. Победить. Идти с энергией, нестись куда-то в новое, выбирать. И второе, куда выбор. Да, новое, владеть каким-то новыми. Женщина, сильная женщина, как был какой-то иллюзорный вопрос из прошлого, что-то, в каких-то иллюзиях вы были. Ну, а что же отец-то? И вам был дан шанс. Но было равновесие между, в общем-то, выбор, вот тот между материальным успехом и скорее всего, любовью, да. Была какая-то принцесса мечей, изобилие было перевернуто и отсечено что-то. Ага, и ушли в работу, в пентакле, какие-то доблестно сражающиеся, и что-то, какое-то поражение. То есть, получается, был выбор между успехом и поражением. И что выбрали? А при чем здесь отец? Так, вы смотрите, получается, выбор не был сделан. Ух ты, что ж такое карта сегодня у меня прямо... Да, выбор... Нет, был выбор сделан в сторону денег. Дальше история молчит, но вы посмотрите, получается,
Тут или мужчина выбрал вот именно вот социум, или отец мужчины, молодого человека, как бы заставил выбор сделать в пользу социума. И вот какой-то семерка мечей, какая-то хитрость при этом была, но история пока закрывается, жрица закрывает эту историю. Была во всем вот этом вот варианте, была изначально какая-то хитрость. Хитрость. Да. Не пустили человека в новое, но была какая-то хитрость. Или его вот как бы ты отец, ты должен, или вот отец сказал, ты должен туда, туда не ходи, сюда ходи. Вот что-то такое. И его, вот хотя у него были вот эти вот все движения, и двойки, и тройки жезлов, все движение было, и вот звезда на дне, но какой-то хитростью этого человека придержали. Поэтому душа его сейчас, ну, давайте спросим, в позитиве он или в негативе этот человек. Мы сейчас посмотрим. Все-таки по чакрам еще на уровне какой чакры проблемы сейчас глянем у этого человека, что там отец, кто отец и что отец. Так, да, служение семье. Ты должен служить семье. И все. То есть эта карта выпала, его человека остановили. Минор у него Самое интересное, что по вот этой карте красная чакра, да, корневая чакра, здесь получается и остановлено все по этой чакре. Тут или он уже болеет, этот человек, или как бы и деньги остановлены, то есть денежный поток, и все, то есть все приторможено, все остановлено. Вот, поэтому кто-то послужил вот этим, это нота до, доминанта, кто-то послужил этой доминантой, которая вот как бабочку прикололи, да, иголкой прикололи, ах, лететь нет. Сидим, Марья Ивановна, дома. Вот как-то так. Вот здесь вот такой вот у меня такие энергии. Давайте аметист посмотрим. Второй вариант. Что здесь происходило? Какая здесь энергия? А здесь идет какая-то цикличность. Давайте посмотрим, что за цикличность. Что за цикл? Цикл чего? Какая цикличность? То да, то нет. То холодно, то жарко. То до, то ре. То ми, то фа. Что тут за цикл? Посмотрим. Что тут за мотивы у нас? Да. И тут цикличность. Вы посмотрите, получается цикл. И этим циклом управляемый цикл. Управляемый кем-то цикл. То есть человек стоит на перекрестке. В данном случае это человек в форме. Милиционер там или кто-то. И вот он стоит, останавливает тоже что-то, какие-то циклы. Что за циклы? Кто это? Что за ручное управление, скажем так? Какое-то ручное управление, цикличное. Туда не ходи, сюда ходи. Это было вчера, а сегодня сюда не ходи, туда ходи. Кто останавливает, кто управляет этим циклом? Внутренняя. Опять это внутренняя какая-то заморочка внутри человека. Тоже тут не мажорная, нет, ничего, да. И это движут им материальные проблемы. Вы посмотрите, пятерки посыпались, пятерка жезлов, пятерка пентаклей. Люди на этом ручном управлении, может быть, и отсюда идет, но как-то у меня всегда расклады смотрим все вместе. Из-за того, что вот такое вот остановка, вот оно пошло. Смотрите, что ручное управление. Кто-то поставил на ручник, да, движение, жизнь чью-то, человеческую жизнь. И теперь идут вот внутренние раздоры. Какие-то идут, вот лиса Алиса, кот Базилио, идут босиком по заснеженным улицам. Вот, я вам говорила здесь, что начнутся и материальные проблемы, и болезни, и всякое, потому что река жизни остановлена. Так, какая-то королева жезлов вышла. Новое начало. Угу. Тут женщина какая-то, которая... в общем, тут опять же двояко, это общий расклад. Новое начало уходит, женщина в новое начало уходит. Или
или что? Или хочет уйти, да, но вот эта вот материальная составляющая останавливает движение. Вот опять как бы стоп-кран, стоп, легли. Материальное благополучие, материальное равновесие удерживает. Кто же все-таки вот этим руководит, этим циклом? Судьба. Этим циклом руководит судьба. Поезд движется, поезд остановился, поезд движется, поезд остановился. Хочется в новое начало пойти, но рад бы в рай, да грехи не пускают. И это судьбоносная ситуация. Вот. Давайте я гляну только напоследок, что какие чакры проблемные. Здесь мы поняли. Карта просто жизни. Карта жизни дальнейшего, дальнейшей жизни. Как какая-то остановка. Кем-то или внутренняя остановка, человек сам себя остановил, или родители, вот семья. А здесь вообще сама судьба как бы регулирует. Здесь, видите, здесь совсем остановка на этом, а здесь цикличная. Такое, стой здесь, иди туда. Молиться. Молитесь. Здесь карта желтая. Сватхистана, да. Ну, это больше, и как сексуально, оно тут непонятно. Тут желтое, оранжевое в этой колоде не очень понятно. Но я имею в виду, что молитесь, чтобы вот это движение, вот эта вот цикличность вашей судьбы, чтобы она была вот просто отпущена, вот чтобы река жизни, она текла. Вот не было этих шлюзов, не было этих остановок, чтобы ваша жизнь пошла своим, вон, смотрите, зеленая улица, зеленая дорога пошла. Вот, чтобы ваша жизнь наконец-то пошла так, как это должно, как по Божьим законам. Чтобы никто не держал, не останавливал, не было вот этого вот регулировщика судьбы. Вот. Почему вас останавливают? Где-то что-то не проработано, но это уже расклад другой. Я благодарю вас за внимание. Вот. Ну вот так, что получилось, то получилось. Всего доброго, до следующих встреч.